Всем привет! Сегодня мы соберем базовый workflow Text-to-Image для Flux в Comfy UI. Убедитесь, что язык вашего Comfy английский. Чтобы изменить язык, перейдите в Настройки, Comfy, Локализация и выберите английский из списка. Workflow – это рабочий процесс в Comfy UI для создания чего-либо – видео, картинок, текста, состоящий из карточек, нод и связей между ними. Чтобы создать новый workflow, нажмите плюс в верхнем левом углу. Откроется пустое рабочее пространство. Давайте создадим свои первые ноды. Дважды кликните по пустому месту для вызова меню поиска нод. Нам понадобятся только базовые предустановленные ноды. Сейчас просто повторяйте за мной и расположите в рабочем пространстве все необходимые ноды. Напомню основы навигации. Перемещаемся по пространству, зажимая левую кнопку мыши или колесико, а зумим скроллом колесика мыши. Если вы установили не ту ноду, вы всегда можете кликнуть на нее и нажать Delete. Ctrl-Z отменяет любое последнее действие. Если вы хотите удалить несколько нод, просто зажмите Shift, выберите необходимые ноды и нажмите кнопку Delete. Либо зажмите Ctrl и выделите рамкой необходимые ноды. Обратите внимание, что в Comfy UI мы работаем только в английской раскладке клавиатуры. Далее я подробно расскажу про каждую ноду. Для удобства выделим первые три ноды желтым цветом. Они отвечают за загрузку моделей. Нода Load Diffusion Model загружает основную рабочую модель Flux. Выбираем любую версию сжатия Flux Dev модели. Я рекомендую версию FP8 как оптимальную или FP16, если позволяет железо. Модель Flux – это мозг нашего workflow, основной художник. Именно модель Flux отвечает за создание изображения по текстовой подсказке промпту. Но она умеет работать только с математической информацией, поэтому ей нужны помощники. Нода Dual Clip Loader загружает модели Clip, преобразующие наш текстовый промпт в понятную для модели Flux математическую информацию. По сути, переводит английский язык на язык математики. Это так называемые текстовые энкодеры. Для работы с Flux нам нужно две модели текстовых энкодеров. Clip Name 1 ставим Clip L, Clip Name 2 – T5. И если Clip L у нас один, то T5 существует несколько типов. На самом деле это просто варианты сжатия. И я также рекомендую выбрать версию FP8 как оптимальную или FP16, если ваш компьютер достаточно мощный. Тип обязательно выбираем Flux. Нода Load VAE загружает модель VAE, которая отвечает за финальное преобразование математической информации, полученной от модели Flux, в готовое изображение. А нода VAE Decode запускает работу модели VAE в нужном месте workflow. Выбираем файл ae.sftensors. Для Flux используется только один вид VAE. Все перечисленные модели необходимо заранее скачать и разложить по соответствующим папкам в Comfy UI. Я приложила к видео прямые ссылки на скачивание основных моделей с Hugging Face. Если вы используете готовый workflow, обязательно прокликайте все модели в желтых нодах, чтобы все встало точно и позже не вызвало ошибок. Далее перейдем к ноде Clip Text Encode, отвечающей за ввод текстовой подсказки промпта. Для удобства перекрасим ноду в зеленый цвет. Для Flux два окна ввода текста, соответствующие двум текстовым энкодерам. Clip L – это старый текстовый энкодер, понимающий язык тегов и базовые образы. Для Clip L мы пишем промпт, как для старого Stable Diffusion, кратко, через запятую. А T5 – это новый текстовый энкодер для развернутых художественных описаний на естественном языке. Поддержка естественного языка во Flux выгодно отличает его от модели Stable Diffusion. Настройку Guidance пока оставляем на 3,5. Эта настройка отвечает за сущность и детализацию и может менять композицию финального изображения. Далее настроим ноду Empty Latent Image. Она отвечает за размер и соотношение сторон финального изображения. А по сути создает пустой холст с математическим шумом, из которого позже модель Flux
будет шаг за шагом проявлять изображение согласно нашему промпту. Оптимальное разрешение от 512 до 1024 пикселей, желательно кратно 8. Чем больше разрешение, тем дольше создается картинка. Чтобы создать сразу пачку картинок, можно увеличить число batch size, но оно сильно влияет на производительность. Также переходим к ноде CaseSampler, где происходит основная работа. Для начала выставим необходимые параметры. CVG строго на единицу, это критично для Flux. Seed – это уникальное число математического шума стартового холста для нашего художника Flux. Соответственно, разный стартовый шум при прочих равных будет выдавать раз за разом уникальный результат. Для этого выберем режим Randomize. А для фиксации одинакового числа seed, например, для тестов, выберите режим Fixed. Steps – сколько шагов Flux будет проявлять нашу картинку из шума. Чем больше шагов, тем дольше идет генерация. Без использования лора я рекомендую ставить 30-35 шагов. Больше не всегда лучше, могут появиться артефакты и мусор. Если же шагов слишком мало, картинка просто не успеет проявиться. Denoise – Text to Image всегда на единице. Scheduler – выбираем Simple, Normal или Beta. По умолчанию оставляем Simple. Можете поэкспериментировать. Обычно имеет смысл переключить, если изображение генерируется размыто. Для удобства я покрашу ноды CaseSampler и Empty Latent Image в циан. Финальная нода SaveImage отображает сгенерированную картинку в интерфейсе ComfyUI и сохраняет ее на ваш компьютер. Далее я покажу, как соединять ноды друг с другом. У всех нод есть входы или выходы для связей. На вход подается некая информация из предыдущей ноды, а из выхода передается далее следующей ноде. По сути, ноды создают, обрабатывают и обмениваются разной информацией. Я думаю, это понятно. Если я нажму левой кнопкой мыши по выходу и потяну курсор в сторону, ComfyUI сразу подскажет, куда можно протянуть связь. Видите, большая часть цветных точек потухла. Также можно ориентироваться по цветам входов и выходов. Если отпустить курсор, не создав связь, ComfyUI предложит создать новую ноду из списка подходящих для данной связи нод. Давайте создадим все связи для нашего workflow. Просто соединяем ноды по цветам и названиям входов и выходов, соблюдая логику. Выход Model, сиреневый, протягиваем из загрузчика основной модели на вход в ноду CaseSampler. Таким образом, мы сообщим CaseSampler, какую модель для генерации изображений ему использовать. Аналогичным образом подключим все остальные загрузчики моделей из желтых нод в наш workflow. VAE, красный выход, соединяем со входом VAE Decode, а желтый выход Clip протягиваем соответствующий вход на ноде Clip Text Encode. Нода Clip Text Encode обрабатывает текстовую информацию и выдает ее в математическом виде на выход. И эту информацию нам нужно передать в CaseSampler. Во Flux, в отличие от Stable Diffusion, нет негативного промпта, поэтому в оба входа, и позитив, и негатив, мы подключаем один и тот же выход. Далее мы передаем информацию о разрешении и соотношении сторон нашей картинки также в ноду CaseSampler, соединив розовый выход Latent с соответствующим входом. Все входы в ноду CaseSampler подключены. По логике Workflow, после обработки информации и, по сути, создания вашей картинки в математическом виде, CaseSampler должен передать куда-то эту информацию. Для преобразования математики в пиксели у нас и добавлена нода VAE Decode. Передадим информацию от CaseSampler, соединив обе ноды связью. И в конце нам нужно просто сохранить это изображение, передав уже готовую картинку из пикселей в ноду SaveImage. Я просто соединяю вход и выход Image. В вашем workflow вы можете расположить ноды как угодно, но я рекомендую соблюдать базовую логику движения слева направо, а ввод данных, промпт, разрешение картинки и прочие параметры должен быть доступным и удобным. Если вы хотите изменить форму линий связей, перейдите в Settings, Light Graph, Graph. По умолчанию стоит форма Spline, но вы можете выбрать любую.
или вообще отключить отображение связей, но я не советую. Если вы хотите переименовать ноду, 2 раза кликните левой кнопкой мыши по названию ноды и введите новое название. Но я советую оставлять базовое название, а подсказки писать рядом. Например, тут пишем prompt. Также вы можете объединить выбранные ноды в группу, нажав Ctrl-G. Называем группу. И теперь вы можете перемещать всю группу нод целиком. Чтобы удалить группу, не трогая ноды, кликните на группу и нажмите иконку корзины. Также группу можно перекрасить. Но давайте уже перейдем к тестированию нашего workflow. Я вставляю в оба поля заранее подготовленный промпт и жму кнопку Run. Первая картинка будет создаваться чуть дольше, так как ComfyUI подгружает модели в кэш. Если вы хотите генерировать серию картинок подряд, используйте параметр Batch Count слева от кнопки Run. По сути, ComfyUI за вас будет каждый раз нажимать кнопку Run. Готовую картинку можно открыть в браузере, скопировать в буфер обмена или скачать. Но все сгенерированные изображения также сохраняются в папку Output в ComfyUI. Сохранить workflow можно, нажав Ctrl-S, обязательно в английской раскладке. Теперь ваш workflow можно будет найти во вкладке Workflow в меню слева в ComfyUI. Также вы всегда можете просто перетащить ранее сгенерированную картинку, любую, в окно ComfyUI, и весь workflow со всеми настройками и промптами, которые использовались при генерации данной картинки, подгрузится автоматически. На этом все. Буду рада поддержке лайком и подпиской. Также у меня есть телеграм-канал под VD-Арту и нейросетям. Пишите, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. Всем спасибо и пока-пока!